Неутомимый бегун, который полагается не только на свои ноги, но и на чрезвычайно эффективную тактику отступления. Тем не менее, опасность подстерегает его за каждым кустом, и этот зверек один из тех, кто может спастись, даже находясь на волоске от смерти. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска далеко не всегда трусливый заяц. Род зайцев насчитывает более 30 видов, которые встречаются по всему миру за исключением Австралии и Антарктиды. Причем некоторые из них приспособились к выживанию в самых тяжелых условиях, например, арктический беляк. В его владениях приходится мириться с морозом, пронизывающими ветрами и скудной растительностью, но главной опасностью становятся вездесущие волки, от которых не спасает даже маскировочный окрас. Особенно коротким летом, когда при отсутствии естественных укрытий заметить зайца не составляет труда. Однако поймать его – настоящая проблема. Несмотря на то, что волки славятся своей скоростью и выносливостью, уступающий в размерах заяц может разгоняться до 60 км в час, поэтому единственный шанс настигнуть его – работать в команде. Хищники пытаются обойти бегуна с боков, отсекая пути к отступлению. Но при уменьшении дистанции у них начинаются проблемы, ведь, используя невероятно мощные ноги, заяц может мгновенно менять направление. Такой трюк недоступен тяжелым волкам, но они используют численное преимущество, чтобы перехватить прыткого зверька. Этот бегун способен принимать решения даже в самых экстренных ситуациях, ведь у него нет права на ошибку. Волкам, потерявшим кучу энергии, также важна эта погоня. Но когда расстояние увеличивается, дальнейшее преследование теряет смысл. Быстрые ноги не единственный путь к спасению. Являясь главной мишенью арктических волков, зайцы собираются сотнями особей. Кажется, хищнику есть из кого выбрать. Но даже в непосредственной близости, словно множество снежных шаров, бегуны организованно покидают опасную зону. Среди такого многообразия сложно даже сфокусироваться на цели, поэтому, несмотря на все старания, попытки ни к чему не приводят. Это настоящий кошмарный сон хищников, ведь гигантский запас провизии ускользает прямо из-под носа. Отчаявшись, волки бросают эту затею, что знаменует безоговорочную победу зайцев. Однако, если против одного беглеца выступает сразу целая стая, то любые попытки маневрировать быстро пресекаются, а против столь выносливых созданий бегущий по прямой заяц просто обречен. Получается, что угнаться за такой целью без хитрой тактики не представляется возможным, даже если речь идет о быстрых и организованных хищниках. Поэтому одной из самых действенных тактик является нападение из засады, которое лучше всего освоили представители семейства кошачьих. Бобкэт или рыжая рысь – не самая мелкая кошка, хотя ее маскировка эффективна даже в холодное время года. Американский беляк значительно меньше своего арктического родственника, однако он также быстр и бдителен. И даже застигнутый врасплох, он в доли секунды срывается с места. На коротких дистанциях рысь – отличный спринтер. Ударом мощной лапы она сбивает жертву с ног. Кажется, участь зайца решена, но даже при падении он не перестает орудовать ногами и при контакте со снегом вновь устремляется вперед. При наличии наста рысь вряд ли упустит добычу, но заяц устремляется в сторону, где снег более рыхлый, что значительно замедляет преследователя, а стремительные маневры окончательно лишают охотника шансов. Канадская рысь также специализируется на зайцах, но ее внезапное появление не помогает мгновенно настигнуть жертву, и даже столь тяжелые удары не приносят успеха. Широкие ступни зайца становятся превосходными снегоступами, но ноги рыси также приспособлены к снежным забегам. Когда снега слишком много, побег может таить неприятные сюрпризы.
Поэтому угадать победителя до последнего невозможно, и малейший просчет может стоить зайцу жизни. Конечно, для неопытной рыси такая мишень покажется слишком сложной, ведь спугнуть невероятно бдительного зайца проще простого. Однако угроза может таиться не только на земле. Совы, ястребы и, конечно же, такой гигант, как беркут, вполне могут выбрать зайца в качестве добычи. Этот враг не менее опасен, ведь его нападения внезапны и стремительны. К тому же на пути пернатого охотника нет препятствий. Несмотря на это, заяц по-прежнему придерживается своей тактики. Петляя зигзагом, он все еще может обхитрить нападающего. В целом, зайцы ведут тихую, размеренную жизнь, но во время брачного сезона даже столь безобидное создание выходит на тропу войны, где за право на продолжение рода разворачиваются целые боксерские поединки. Ноги зайца приспособлены к бегу, но в этом случае они становятся действенным оружием, способным ударить до 5 раз в секунду, что с учетом острых когтей может нанести серьезные раны. Помимо мощных ног, у зайцев сильное сердце, поэтому с небольшими передышками соперники могут выяснять отношения целый день. При этом дерутся как самцы, так и самец с самкой, ведь ей важно, чтобы ухажер был достаточно сильным и выносливым, что обеспечит лучшие гены для потомства. Зайцы очень плодовиты. Во многих регионах они могут приносить потомство до 3 раз в год. При этом малыши рождаются зрячими и полностью покрытыми шерстью. Уже спустя несколько минут они способны скакать. Хотя зайчата все равно могут стать легкой добычей. И чтобы не раскрывать их местоположение, мать кормит потомство всего раз в день. Что касается лисицы, то она тоже не прочь перекусить зайцем. Но учитывая размеры и скорость, взрослая особь явно не по зубам рыжей хищницы. Хотя она вполне может претендовать на малышей. И в этой ситуации о трусости зайчихи не может быть речи. Сначала мать пытается отвлечь разбойницу на себя. Но когда это не срабатывает, она готова к отчаянным мерам. Похоже, такой поворот событий стал для лисы слишком неожиданным, поэтому она без раздумий уходит прочь. При этом больные и слабые животные все же не застрахованы от острых зубов хищницы. В естественных условиях большинство зайцев живут около 5 лет. Помимо хищников, они страдают от болезней, пожаров, охоты и исчезновения среды обитания. Но за счет плодовитости, бдительности и быстрых ног большинство видов этих удивительных животных процветают. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!